Разворачиваемся. Вот такая у нас прогулка по лесу сегодня. Тихая, спокойная, вечерняя. Сегодня опять был дождь. Вам слышно, как поют птицы? Вечером и утром птицы особенно звонко и весело поют. Вы замечали это? Давайте я вам покажу глубину леса. Вот, уже один человек появился. Таинственно. Ну, давайте пройдем сегодня в листву. Но она все равно не будет шуршать. Нет, будет. Медленно, медленно. Ну, у нас тут один прохожий. Вот такой лес. Какая прелесть. В лесу надо не говорить, в лесу надо слушать. Тишина леса или шум леса. Иногда в тишине леса слышно так много. Вы не замечали? Посмотрите, какие сосны. Чудо. Прелесть. Уже не видно свежего прироста сосны. Листва потемнела. Июнь у нас в этом году бессовестно холодный. Мы на него обиделись. Ну, конечно, не обиделись, но грустно. Тепла нет. Апрель был чудесный. Май тоже нельзя жаловаться. Но июнь абсолютно холодный. А уже так много июня. Немножко ветер в макушках деревьев. Я не знаю, вам это слышно или нет. Ну вот сюда можно было бы, конечно, с удовольствием пройти, но здесь сильно испортится картинка, потому что лес растет очень тесно. Нет просвета. А вот здесь просвет есть. Ну, мы с вами там зайдем немножко в глубину леса. Вот еще одно ответвление. Надеюсь, что придут мои постоянные попутчики
в моих прогулках. Буду очень рада вам. Может быть, опять поговорим, а может, помолчим. Ох. Вам слышно, как поют птицы? Лес успокаивает. У меня сегодня немножко грустное настроение. Очень задумываюсь о том, в чем смысл нашей жизни. Очень интересный вопрос. Завидую людям, кто на него себе ответил. Я нет. Я никак не могу себе ответить на этот вопрос. В чем смысл моей жизни? Ну да. Я родила 2 детей. Но это как бы наш святой долг. За 2 взрослых, 2 новых. Я сделала карьеру на своем уровне. У каждого свои уровни. Да? Я построила дом, я разбила сад. И что? В этом все предназначение человека? Кто-нибудь может мне ответить на этот вопрос? Есть люди, которые не задаются такими вопросами, просто не задаются. Они просто живут. Я тоже живу, просто живу. Наслаждаюсь очень жизнью. Благодарна за все, что в моей жизни есть. Но меня это как бы не устраивает. Не то, что не устраивает, а мне этого недостаточно. Мне нужно знать, понимать, в чем смысл жизни. Папоротник растет, потому что влажно и тепло. Какая прелесть разноголосие. Но вот у меня на телефоне просто чудесная картинка. Правда, никаких размытостей, ничего. Когда я дома смотрю на компьютере, тоже. А люди иногда жалуются, говорят, что пиксели размыты. Пиксели размыты. Пиксели размыты. Я почитала, от чего это. Думаю, что теперь я понимаю. Господи, сколько же в природе существует птиц, да? Невероятно. А сколько в итоге живности. Невероятно. Вот такой лес. Просто лес. Дикий лес. Относительно дикий. Нет, за ним ухаживают. И очень даже здорово вырезают ненужные. Что значит ненужные? Деревья, которые уже, из которых можно получить пользу, но которые вырубка не навредит лесу и которые не дают света и воздуха молодым деревьям. Такие деревья вырезают. У нас перед домом очень сильно почистили лес. Кто-то присоединился. Очень рада. Пожалуйста, пойдемте с нами гулять.
Очень надеюсь, что вам нравится прогулка по лесу. У нас очень тепло и безветренно. В лес влажный, очень много свежего воздуха. Жаль, что я не могу вам передать немножко свежего воздуха. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, если вам нравятся прогулки по лесу. Я провожу их регулярно. В какое время? Еще точно не поняла, когда это удобнее всем. Я все равно гуляю каждый день и беру с собой телефон с удовольствием. Если кто-то еще порадуется вместе со мной, я буду немножко счастливее. Ну да, листва уже не первой свежести. Она уже темно-зеленая, немножко огрубела. В начале, когда только распустились листья,